Hey guys, и всем привет! Today I'm going to make the video in Russian with English subtitle. Сегодня я сказал, сделаю видео на русском, ну переведу его снизу на английском, будет написано. Кому интересно по-английски читать, может научитесь чего-то. Мы сегодня находимся у мамы моей в зале. Те, кто наблюдает за нашими каналами, знают, что мы сейчас путешествуем по миру. И я вот решил не сам варить, а чтобы другие варили, а я заснимал и наслаждался. И учился. Самое главное — это учиться. Это моя цель. Вот. Мама, а что мы сегодня сварили? Хитряшка. Мы сегодня сделали вареники. Два сорта. С картошкой, с луком и с творогом. Тоже солененькие. И много-много масла туда. Настоящие деревенские. Прям так, как научила меня моя мама. Вот. Я надеюсь, что они вкусные. Я люблю готовить такие вещи, когда ко мне приезжают дети. Вот приехал сын с подругой с Шведена. И самый простой вот такой вот ужин у нас сегодняшний. А кто увидел видео и может доставить видео ББМе, на проверку сразу ей скиньте. Чтобы она подтвердила, что она так и есть. Да. Домашняя моя еда, она вся от моей мамы научена. Ну все, мы едим, а вы смотрите. Да, приятного аппетита. Так меня мама научила. Нас всех она так научила. Я с таким ножом не могла чистить. А это творог русский. Guys, this is Russian cotton cheese. И что ты говоришь с яйцами? Одно внутри желтое, одно белое, а одно зеленое. А почему мы сначала картошку сделали? Ну, так мама научила. Она должна же свариться, потом ее надо потолочь. Она должна еще остыть. А потом только фюливать можно. В творог мы лук сейчас зарежем. Лучок. В творожок. Мы сделаем соленые вареники, да? Yeah. Если сладкие, слишком сладкое. Лук не очень такой. Ну, пойдет. Просто его надо маленько сейчас побольше чистить. Вот. Вот, наверное, ты порежешь. Я порежу? Наверное. Мне надо теперь отделить желток от белка. Белок пойдет в тесто, а желток в творог. Смотри. Желток пойдет сюда. Очень. Это... О, какой желток темный. Да, это отделяю. Вот это от тети Лили. Яйца от тети Лили. Да. Вот это тоже от тети Лили. Посмотри разницу. Два разных. А это, наверное, сейчас здесь будет синее. Смотри. Или зеленое сейчас. Или цыпленок. Это 3 яйца от тети Лили. Или от Руди, мы не знаем чьи-то. От Лили или от Рудика. Вот так. Замешаю тесто. Соль я сделала. Сколько ты соли?
Я ничего не меряю. Все беру так, как мама научила. Все так видите и делать. Так нас научили. Помешаем. Замешаем тесто. Как ты знаешь, что тесто готово? Тоже не меряю, не взвешиваю, а на потрогать, как называется. Не знаю, на ощущение. Не знаю, как по-русски сказать. Еще чуть-чуть я сделаю на стол. И потом тесто сюда вывалю. И уже здесь я его доделаю. Как твердый он должен быть? На такие вещи, я думаю, чем тверже, тем лучше. Чтобы не расходилось, главное. Если мягкое, не можно работать с ним. Я не могу. Я так и не научилась. Есть у меня сестры, они с мягким тестом работают. Да, и вот сейчас она уже не прилипает, не отходит, и она готова. Хорошо его покнытаю. Казалось, много муки. А потом, как всегда, не хватает, да? Да. А потом раз и все. Когда мечешь, он Это врач раз. начинает его прям брать. В этот раз я вообще удачно. Первый раз так в жизни, что я прям муку угадала. Вот видишь, она готова. И дальше что? Печка топится, на печке стоит вода. Я не на газу готовлю, а на печке. Надо посмотреть, горит огонь или нет. О. Пока я доделаю творог. И вот я доделаю творог. Потом мы еще подождем картошку. Картошка должна отвариться. На такую машину не надо. Кто не хочет никогда варить, Одного потому что поставь. Да. Одного поставил, и он шинкует. Вот этот лучок, который ты нарезал, мы сейчас его сюда в творог добавим. Хорошо, что ты его мелко сделал, Спасибо. потому что он будет сочетаться с творогом. Где лук? Это у нас сейчас лук, творог и желток. Кину. И сейчас его надо Мешать все. Сейчас мы все перемешаем. Да, все, ручки я помыла. Корона, гигиена. Сейчас я доделаю для картошки начинку. Еще будет картошка-начинка. Нужно лук поджарить до золотистого цвета в сковородке. Когда картошка готова, все это туда потолочь. Да. А лук тоже мелким таким резать? Ну, желательно. Окей, ты только туда ему пупок не отрезай, пожалуйста. А, Это мне ж резать. да. Хорошо. О, Так правильно, да? да. Потихонечку научусь. Это как я с картошкой. Да. И вот когда ты будешь уметь с ножом чистить так быстро картошку, как с шейлером, значит ты профессионал.
А ну так же быстро ты должен уметь. Вот твоя баба так умеет, баба Эмма. Если ты станешь шиллером, а она с ножом, она тебя обгонит. Лучок поджарится, и мы туда сделаем лучок, и как остынет, сразу мы начинаем, я ее сейчас сливаю, начинаем потом лепить. Ее сушить не надо, потому что мы добавляем туда лук, поджаренный на масле, ставим ее стоять и хорошо. Вот, и ждем теперь лучок. Ее потолочь надо. Сейчас мы его картошечку. А сколько лука было? И Даня, сынок, мне его слишком мало. Ну, мало картошечки, но ничего. А если правильно мерить примерно лука с Невозможно картошкой? мерить. Не, ну сколько примерно? Половину, 3 части, 1 часть? Если вот на эту картошку половину то, что мы делали. Я не мерю. Ты меня спрашиваешь такие вещи, я не мерю. Ну, она хорошо потоплась. Сейчас я попробую посолить. Потом. Что мало соли оказалось там. Такая вот у меня есть амбарная ложечка, называется, для соли. Хорошая штучка. Если она не намокнет, она вам вечность прослужит. Раньше мы в России работали с такой большой ложкой. Только не по дому, а по хозяйству. А что вы с ней делали в России? Мы с ней в амбаре черпали пшеницу, овес, муку. Кто что мог. Классная. Мне нравится. Чудо-ложка. Вот и хорошо, и картошечка готова. Сейчас я еще приготовлю стол и будем лепить. Да. Такие ложечки волшебные называются. Серебряные. Вот с такой ложечкой я буду лепить. Закладывать туда начиночку. У нас творог, это картошка, Картошка. а здесь уже тесто должно быть А здесь тесто. готовое, да? Сейчас я положила 2 досточки, потому что нам же надо налепить, чтобы сразу потом и сварить вместе, чтобы кушать вместе. Вот я сейчас мукой посыплю, чтобы не приклеилось, чтобы тесто чтобы они не прилипали. Вот так. Сюда мы будем Даниль складывать, чтобы они ровненькие были. Мы их стаканами всегда выдавливали, раскатывали большой пласт. Круглый. А потом уже так научились. Кто как. У кого обсмотрелись, где насмотрелись, выросли. Смотрели, кто как делает, люди по-разному. И что поудобней, то потом быстренько изучили. Да. Вот. Почти одинаковые получается, ну, посмотрим. Давно не делала. Только когда дети маленькие были. Ну, уже еще дома были, я имею в виду. Маленькие. Когда дети все вместе, тогда интересно делать такие вещи. Вот так. Вот такие 2 колбаски. Плюм-плюм. Будем лепить.
Я их буду делать не очень маленькие, да? Чтобы нормальные были. Да. Я, чтобы не сидеть здесь вот так мукой, чтобы не прилипали. А есть вареницы, эти продаются, знаешь, как пельменица продается. Зажимать. Ее раскатать чуть-чуть, стараться, чтобы мука не попадала, чтобы клеилась. И вот она, лепешечка готова, такая красивая. И теперь я со творожочком сделаю. Возьму творожочек, не очень много, так чтобы он и закрылся, чтобы на края не попадал творог надо. Пусть лучше иногда маленько меньше, чем слишком много. И все. И вот она, процедура вареника пошла. Вот он вареник, сейчас я вам ему покажу. Он готов. Вот такой он. Kannst du auch Brett legen? Вот сюда мы его сейчас положим, и сюда все лягут. Вот второй прибежал, и третий прибежал. Ля-ля, ля-ля-ля-ля. Вот. И теперь варенички пойдут сюда. И вот так вот мы их потихонечку отпустим. Не кидать, главное. И помешивать, чтобы они не... Сковородку уже включить? Нет, нет, еще маленько рано. Но они как поднимутся, так они... Начинка-то готовая. Нам только чтобы тесто. Короче, нам надо было перестроиться от печки, дрова закончились, да? Да. Угу. А за дровами лень пойти. Это мы сейчас с картошечкой сварим. Поэтому надо, чтобы кипело, чтобы они... А сколько их надо варить? Как поднимутся, и все. Чуть-чуть, это только тесто, начинка готовая. Вот они вскипели, и теперь начинка готовая. Только надо, чтобы тесто. Тесто пару минут, чуть-чуть. Нельзя, очень аккуратно надо, нельзя, чтобы они перекипели. Потому что они потом раскроются. Да, не... Смотри, как у мамы тут биштек лежит. Всегда так. Аккуратно. Видишь, ложка к ложке. Все как надо, вилка к I'm вилке. going to say it with purpose now in English, which you didn't understand. But I think you have to be a little bit sick to make it this way. Все, теперь я буду... Я сказал по-английски, что очень красиво, как ты сделал ловушки. Потом, когда остаются, и на следующий день их делаешь на сковородку с маслом. И они будут вкуснее. Обязательно запомни, что они потом еще вкуснее. А если кто-то хочет увидеть, как делают японцы, сразу жаривают и варят, я могу показать, только если спросите. Вот. И маслица наверх чуть-чуть так кинем, чтобы они не сильно склеились. И они не раскрылись. Теперь мы в этой же воде сварим и другую партию, потому что они тоже соленые. Перед тем, как мама мне даст попробовать, она сама проверку сделает. Я знала, что маленько. Ну, для меня маленько мало соли, поэтому я сейчас возьму вот эту соль. Эту соль мне подарил старший сын Антон. Вот с такой терочкой. Соль это 7 сортов. Каменная соль. Вот так вот она потом к еде принимается. Вот я натру, сколько мне надо. И вкусно, и удобно, и хорошо. Я еще сам никогда не делаю сольницу, если тебе право сказать. Никогда? Первый раз вижу. С каждой стороны соль. А, он тебе... Вот она. А, они разные камни туда покладывают. Разные, да.
и русская сметанка. Все такое чисто домашнее. Напоминает прям чуть-чуть осиповку напомнит. Да, нам сегодня повезло с домашними продуктами как-то. Только творог не домашний. Да. А так все получилось А вообще я по кругу. несколько раз уже делала домашний творог. Я молоко беру же там на дому у старых бабушек и сама делаю творог. Спасибо, что посмотрели. И приятного аппетита всем, кто попробует тоже сделать эти варенички. Или если кто-то что-то другое кушает. Приятного аппетита. Спасибо, пока. Пока.